Доброго времени суток, мои любимые телезрители. Сегодня мы поговорим про Фликпи, а точнее о его возвращении в сюжет. Естественно, это теория, далеко не факт, но такое может случиться. Вариант, как обычно, будет не один. Если вас заинтриговал, то присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Погнали! Начнем с того, что данная бредовая идея возникла в моей пустой голове спонтанно. Я шел домой, и возник образ, который вы видите на постере к видео. Я подумал, что это будет забавно и интересно, хотя рассказать только одну версию было бы и скучно, и быстро, так что я высосал из пальца еще парочку. Готовы услышать этот бред? Поехали! Первый вариант. Смотрите, в конце недели 6 все заострили внимание на вот этот кадр. Мне он тоже понравился, а еще интерес его в том, что его сравнили с постером игры Doom. Есть схожесть? Так вот, будем отталкиваться от сюжета игры Doom. Что мы имеем? Имеем Фликпи, у которого есть нож и который жаждет отомстить. Как же он выберется? Но тут по классике жанра он найдет какого-нибудь рейд-босса, подрежет его немножечко, а бонусом из него выпадет портал в нашу реальность. Ух, как завернул! Неплохое начало! Продолжаем. Вариант 2. Тут нам понадобятся другие персонажи. И это ученые. Смотрите, кровь нашего героя очень важна для них, а еще они, скорее всего, видели, на что способен Фликпи. Этот вариант более реалистичный и имеет место быть. Ученые просто отправят рейд-группу для спасения тела к Фликпи. Естественно, они будут использовать какую-нибудь приблуду для отправки рейда в ад и таким образом вытащат героя к себе. И настало время третьего варианта, самого интересного. Этот вариант я взял не с потолка, а позаимствовал с другой вселенной. В конце, я думаю, вы поймете, о ком идет речь. И почему наш герой подходит к такому варианту очень даже хорошо. Итак, вернемся чуть-чуть назад, чтобы понять, чем подкрепляется теория. Есть персонаж Флиппи, который вроде как хороший. Далее случается катастрофа, и в сражении, в котором он участвовал, не по своей воле, он погибает. Но остается его возлюбленная, которая спасает его, но жертвует собой ради его спасения. И тут на сцену входит Фликпи, безжалостный убийца, который не становится ни перед чем. Но в попытке уничтожить своего, внимания, заклятого врага, я взял заклятого специально в скобочки. Его тело отправляется в ад. Начнем с того, что Флиппи и его злой двойник по сути были обмануты и действуют в неведении. По сути своей Хеба не виноват в смерти Флаки. Ракету запустили военные. А теперь, зная все это, переходим к его возвращению. В так называемом аду наш герой станет мстительным духом. Он получит сверхспособности и станет еще сильнее. И скорее всего просто вырвется из ада самостоятельно, так как даже силами преисподней не хватит остановить этого мстительного монстра. И да, вы уже догадались, что я перенес на нашего героя историю персонажа Скорпион из Mortal Kombat. Я думаю, это бодрая теория и очень интересная. Еще раз повторю, это все мои больные фантазии и могут ничего общего с сюжетом не иметь. Но если вам понравилось, то пишите в комментариях, какой вариант вам нравится больше. А мы переходим к вашим любимым рубрикам. Рубрика «Хочу попасть в видео». Вас в этот раз было много, и я очень этому рад. Я видел, что некоторые написали уже во время создания ролика, извините, вас уже не успел добавить, так что пишите в следующий раз и заранее. Переходим к рубрике «Ваши выдуманные персонажи». Итак, прислал горохострельный канал. Имена. Слева Джон, справа Карл, а по центру неизвестно. Сила: Джон может чинить оружие и сильнее только в дальнем бою, чем в ближнем, а Карл сильнее в ближнем, чем в дальнем. А вопрос, точнее неизвестный персонаж, его называют Молчуном. Он сильнее и в дальнем, и в ближнем. Хорошо. История. Джон был хорошим снайпером и грабил так банки. Карл торговал запрещенными веществами, а Молчун работал на Антона. Повреждения. У Джона ноги перебинтованы и голова в бинтах, а у Карла в билете... Какой? В каком-то части тела и нога, и часть головы. Что-то непонятное. Вещи. У Джона радио и наушники, он любит слушать музыку, наподобие рок-н-ролла, а у Карла рюкзак с веревкой. Оружие. У Джона автомат, у Карла крюк, а у Молчуна молот. Цель: победить Антона и его армию и убить Глюка. Факт. Они были грешниками, но они хотят искупить вину за все, а Молчун называют так потому, что он не умеет разговаривать. Если вы хотите узнать, кто такой Антон и Глюк, смотрите предыдущие ролики, где горохострельный канал прислал всех этих персонажей. Дальше. Прислал Захар Прохаренко. Обезьяна-буддист, владеет кунг-фу, пыталась убить Гати и вот заразилась, пыталась сопротивляться Хебе. И теперь даже Сити-256 под угрозой. Но это не выдуманный персонаж.
Это оригинальный персонаж, просто зараженный Хебой. Как бы, ничего как бы нового. Дальше. Прислал Армакс ХТФ Амнезия. Имя Лекс, описания нет. Ну, вот такой вот персонаж в очках. На этом будем заканчивать. Если вам понравился ролик, пишите свои комментарии. Ну или вообще заходите в группу ВКонтакте и подписывайтесь. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, бейте в огромный колокол. И всем, ребятушки, пока-пока.